Ах ты, Ума! Пошли, пошли, за Берри, пошли. Я иду, Берри. Так, а что вы там забыли? Так, вот наша каша, мясо, овощи. Но сегодня немного овощей. Борода. Бородуля. Пойдем. Ну-ка, отцепляйся, пошли. Ума, нельзя. Давай, борода. Не. Ой, хитруны какие. Ума. Всем привет! Сегодня я хочу вам рассказать про питание моих собак. Очень много вопросов по этому поводу. Вот, в частности, сегодня расскажу, как питаются взрослые собаки. Рацион моих собак им подходит, и я не настаиваю, что я кормлю по правилам и не претендую на звание шеф-повара. Питание – это очень спорная тема, что говорить на эту тему даже спорят сами врачи. То есть какое питание лучше и подходит собаке. А кормить собаку натуралкой или сухим кормом – это выбор каждого. Моня и Жади, и Джек тоже, они всю жизнь были на натуральном кормлении, но щенки у нас сейчас на сушке, но об этом я расскажу позже. Что едят наши взрослые собаки? Это в первую очередь мясо, каши, овощи, фрукты, кисломолочные продукты, творог, кефир и яйца. А летом, когда есть свежая зелень, то ее тоже добавляю в кашу. Все съедается сразу. А то они и сами лазят в парник и сами берут, что им нужно. Мясные продукты едят в большинстве своем в сыром виде. Жадик. Ну и, конечно, мясо и мясные продукты надо брать у хороших мясников, которым вы доверяете. А мясо мы сразу берем оптом, это килограмм по 20-25, и замораживаем. Поэтому у нас 2 холодильника. И перед тем, как дать, мы просто достаем из морозилки уже фасованные пакеты, размораживаем и даем вместе с кашей. А под мясом я подразумеваю говяжью обрезь. Также каша может быть с субпродуктами, например, сердце, рубец, колтуки. Даю только сырыми. Рубец можно давать, начиная с 1,5-2 месяцев. Сначала маленькими кусочками. И по мере роста щенка размер кусков увеличивается. И в полгода уже резать ничего не надо. Из птицы я даю курицу, но у некоторых может быть аллергия на нее. Поэтому смотрите по собаке за реакцией организма, как работает ее пищеварительный тракт. Вот, нет аллергических реакций, расстройства стула и, в общем, на собаку. Также они очень любят куриные шеи, но даю я их не часто. Количество кормлений моих собак – это 1 раз в сутки, летом, зимой 2 раза. Каждый день они получают, в первую очередь, мясо, кашу и овощи. Что касается самой каши,
то каша может быть из одного сорта крупы, либо можно сразу несколько круп мешать. Чаще всего это у нас греча, рис. Они вот очень любят. Беря, что ты там делаешь? Так, основа каши это или вода, или нежирный бульон. Но на воде у нас они отказываются есть, поэтому приходится варить кашу на нежирном бульоне. То есть на куриных спинах я варю и потом в конце убираю. Вот, и на этом бульоне уже варю саму кашу. Овощи и зелень тоже добавляю в кашу. Петрушку, укроп летом со своей грядки. Так, из овощей это может быть морковь, кабачки, тыква. То, что нравится, как бы любит ваша собака. Вот у нас сегодня морковь. Вот, а тертые овощи усваиваются лучше. Но тут я даю им по целой, они сами сгрызают. Вот, Джек у нас любил огурцы из парника таскать постоянно. Жадик клубнику с грядок таскает, Жадик. Помидоры тоже кушает. Поэтому пробуйте, наблюдайте. Не все овощи собака будет кушать с удовольствием. То есть тут уже собака выбирает сама, дайте ей волю выбора. Вот, яблоки также они кушают с удовольствием. И обязательно у каждой собаки стоит миска с водой в свободном доступе. Вот, например, наше сегодняшнее кормление – это каша, сваренная на курином бульоне. Здесь греча, рис и мясная обрезь. Морковь. Здесь также ложка масла. Я ничего не измеряю, накладываю все на глаз, без всяких весов. Вот, если кому нужно узнать в граммах, то все таблички есть в интернете с суточным кормлением, с нормами. Вот, я ориентируюсь на кондицию собаки и ее внешний вид. Одно из самых важных правил кормления – это не перекармливать собаку, потому что многие думают, вот я буду кормить своего щенка побольше, он будет расти большим, тяжелым, быстрее наберет массу. Но ни в коем случае так не нужно делать, потому что лишний вес – это нагрузка на суставы в любом возрасте. То есть собака и так будет крупная, и лишний вес ей ни к чему. Это будет нагрузка на суставы. И за этим в период формирования нужно обязательно следить. Поэтому питание должно быть сбалансированным, обогащенным витаминами и минералами и соответствовать возрастной норме. Ни в коем случае не кормить его прям как вот, на убой. Не гонитесь за весом, не за размерами. Главное, чтобы собака была здорова, бодра и весела. Каким путем пойти, сушка или натуралка, уже выбираете вы сами. Даже если у меня останется каша, то ничего страшного, это будет порция уже на вечер. Ума, на чужой каравай, я тебе уже говорила об этом. Моня, пошли сначала тебе. Моня, пошли. Пошли, Моня. У нас все начало таять, и поэтому вольер выглядит непрезентабельно. Эри нельзя. Моня уже начала кушать потихонечку. Все наблюдают за ней. Пускай кушает. Все, мы пошли, уходим. Пошли, уходим. Жадик, пошли, теперь тебе. Ума пошла изучать. Ума! Ух! Мы с тобой разговаривали, что так культурные собаки себя не ведут. По столам не лазят, ничего не ищут. Дядя, пошли домой. Жаль, держи. Все,
Все, мы уходим. Берри, пошли. Берри, пошли. Джади кушает потихонечку. Берри, пошли. Пойдем. Чем я кормлю щенков? Щенки у нас сейчас находятся на сухом корме. Вот как их кормили и на питомнике. Мы не стали переводить полностью на натуралку. Меня пока это устраивает. То есть сейчас мне удобно, чтобы было так. Это что такое там? Кума! Вот еда щенков. Умик. Ума, пошли Берри покормим. Оставим ей еду. Ума, Берри, пошли. Идем. Берик, сидеть. Ты ж хорошая собака, хорошая. Сидим, Берри. Берри. Берри, сидим. Молодец, Берри. Ума. Берри, можно? Ума, пошли. Теперь твоя очередь, идем. Сейчас мы с Умой покажем, чему мы научились. Для меня важно, чтобы собака, когда я иду к ней с едой, чтобы она сразу не кидалась на еду. То есть, если меня не будет, чтобы кто-то мог спокойно поставить ей миску, покормить, чтобы у собаки еда не была приоритетом. Ума, как делают воспитанные собаки. Вот, Ума сразу садится. Я спокойно ставлю миску. Ума сидит, ждет уже команды. Ума, ты воспитанная, хорошая собака. Ты посмотри, а? Ума сидит, ждет. То есть Ума уже выдержка, она знает, что нельзя. Молодец, мой хороший. Молодец, мой хороший Умик. Ума, сидим. Кому интересно, как так научиться, я могу показать. То есть напишите в комментариях, если это интересно. И по команде можно, Ума будет есть. Ума, можно? Иди. Можно, можно. Все, Ума тоже любит очень, кушает с аппетитом.